Матч на кладбище оказался вовсе не матчем, но многим доставил удовольствие и уж точно стал громкой темой для обсуждений. Более статусные, а порой и более продуманные фьюды разочаровали, в то время как поединки менее значимые и ограниченные в условиях карантина, наоборот, порадовали. А теперь обо всем поподробнее. Бонжур, дамы и господа, с вами Unfoxgiven. Поехали! На кикоффе было объявлено об изменениях в матче за командное чемпионство SmackDown. Теперь это матч с лестницами, по одному участнику от каждой команды. Затем показали рэп-видео от Миза и Моррисона с заводным мотивом. Переходим к матчу Дрю Гулака против Сезара. Гулак старался работать над рукой швейцарца. Сезаро переводил атаки в бэкбрейкер и бомбу. Гулку все-таки удается зафиксировать захват и добавить летящий клоузлайн за пределы ринга. Во время следующего клоузлайна Гулак влетел прямиком в апперкот, но провести нейтралайзер швейцарцу не удается из-за боли в плече. Удается воспользоваться замешательством Гулака, толкнув его в судью и выйдя на победную мельницу спустя 4,5 минуты. В очень коротком, но очень техничном и слаженно отработанном матче на 2 звезды с четвертью. Король Корбин в интервью сказал, что соблюдает традиции, год назад закончив карьеру Курта Энгла, а теперь на очереди и карьера Элайса. Затем достает губную гармошку и начинает петь об этом. Выглядело забавно. Основное шоу открывает Стефани Макмен, которая обещает, что эта WrestleMania будет отличаться от предыдущих, в чем и так нет сомнений. Гимн США слушаем во вполне качественной нарезке исполнителей разных лет. На балконе нас приветствует ведущий шоу Роб Гранковский, который отвешивает чопы своему другу Моджо Роули. Веселый и динамичный 15-минутный поединок за женское командное чемпионство начался с доминирования фейсов. Бриз провела Свонтон с Сапрона на Аску, а Кроссбади с Сапрона на Сейн. Хиллы перехватывают инициативу. У чемпионок неплохие шансы на победу после комбинации бульдога и лоу-дроп-кика и после дабл-фут-стомпа от Сейн. Тег Кросс. И вот уже претендентки близки к победе после бульдога и кроссбади с канатов от Ники. Вращающий некбрейкер на удержании прерывает Кайри коронным элбоу-дропом. Аска Лок. И уже вмешивается Алекса, исполнив Твистед Бриз, но сразу же принимает гарпун от Сейн. Еще одна опасная комбинация бомбы и летящего локтя от Кабуки приводит к удержанию до 2. Аска влетает в стойку ринга, а Сейн принимает вращающий некбрейкер и не лучшим образом исполненный Твистед Бриз, во время которого Алекса приземлилась соперница не на живот, а на бедра. Но если представить, что все было хорошо, то после такого уже не встают. И у нас новые чемпионки. Не ожидал от этого матча такой интенсивной работы, приправленной интертейментом. Как пример достойного женского рестлинга, к просмотру обязательно. 3 звезды с четвертью. За кулисами Зейн говорит, что у них есть план того, как ему покинуть WrestleMania межконтинентальным чемпионом. А на ринге Корбин требует объявления его победы по неявке соперника. Но Элайс не только выходит, а еще и сразу разбивает гитару об спину Корбина, и матч состоится. Корбину удалось перекинуть Элайса на пол через 3-й канат, а затем провести Дрим Крашер. В поединке много ударов о стойке ринга с последующей работой над травмированными плечами,
Элайс проводит обратный некбрейкер, но элбоу дроп с канатов не достигает цели, и гитарист попадает в Deep Six. В концовке Корбин пытался удержать Элайса, держа ногу на канате, но судья это заметила. По старой привычке, вступив в пререкание, король сам оказывается свернут с придержкой за штаны спустя почти 9 минут. Не самое запоминающееся зрелище, но чего-то существенно более изобретательного от этих двоих не ожидалось. 1 звезда и 3/4. Неожиданно рано мы подошли к бою за женское чемпионство Ро. Во время бодрого броулинга за рингом инициативой завладевает Бекки, а затем добавляет миссл дропкик. Совместные попытки болевых приводят к удержанию до 2 от Бейзлер после Йокосука Катар. Размен ударами приводит уже Куранаги на Апрон от Линч. После еще одного андерхука Бейзлер замыкает Дизармхио. Затем размен болевыми продолжается у канатов. И все это происходит настолько быстро, что начать сопереживать кому-то из оппоненток просто не успеваешь. За рингом Бейзлер все-таки дважды бьет чемпионку об комментаторский стол. А на ринге уже более продолжительный Кирифуда клатч Линч переводит в сворачивание и выигрывает спустя 8,5 минут. Тут сильно бросилась в глаза монтажная склейка. Результат удивил, а поединок оказался слишком коротким для масштаба их фьюда. Хороший мат-рестлинг не успевал завлечь. 2,5 звезды. Матч за межконтинентальное чемпионство. 3 минуты Зейн просто убегал от Брайана, путь которому иногда преграждали соратники канадца, до того как Гулак провел летящий клоузлайн обоим и перекинул их через ограждение. Брайан сказал, что Сэмми может идти, но догнал его на рампе, а когда тот вновь попытался бежать, провел суицид-дайв, затем миссл дропкик и завершил фирменным дропкиком избиение в углу. Завладел инициативой Зейн ненадолго. Брайан провел фирменную серию киков и стал втаптывать Зейна в ринг. Когда Дэниел уже готовился провести победный ранен ни страйк, из-за ограждения выскочили так и пребывавшие там Сезаро и Накамура. Атаковали Гулака, а Брайан полетел на них с суицид-дайвом. Но следующим прыжком влетел точно в хелловый кик. И это титульная защита спустя 9 с небольшим минут. Даже учитывая нынешний гиммик Зейна, вряд ли можно ожидать, что это окажется настолько отвратительно. 1 звезда и 3/4. Матч с лестницами. Командные титулы SmackDown на кону. Парни быстро схватились за лестницы, и первый заход закончился кроссбади Кингстона на Усо с лестницы. Моррисон кладет Джимми на лестницу на канатах и проводит Twisted Senton со стойки ринга. Добраться до титулов не удается, потому что Кингстон проводит Хурикан-рану, запрыгнув на лестницу с 3-го каната, а потом и проводит дайв через 3-й канат. Сумасшедшим спотом матча стал Spanish Fly Моррисона на кофе с прохождением по 3-му канату от противоположного угла, с последовавшим сплэшем Уса на Моррисона. Попытка Кингстона снять титулы приводит к даблфут-стомпу на Моррисона. Падение Уса с лестницы за пределы ринга камера не захватывает. Возможно, там лежало что-то мягкое. А в развязке Моррисон, упав на лестницу, успевает снять пояса скрепления и приносит победу своей команде спустя 18,5 минут в очень хорошем жестком поединке данного типа с порой удивительными спотами. На 3 звезды и 3/4. Сет Роллинс против Кевина Оуэнса. Еще один очень хороший жесткий матч. Роллинсу удается перекинуть Оуэнса через себя на Апроне, а затем и провести Falcon Arrow на Апрон. Многострадальной спине Кевина продолжает доставаться после 2 суицид-дайвов.
Прийти в чувство канадцу как-то удается. Он проводит ДДТ, суперкик, кэннонбол, а потом даже свонтон бомб. Роллинс отвечает, но из этого мало что выходит. Даже после бакл-бомбы и 2 суперкиков Оуэнс ловит его на поп-ап пауэрбомб. В итоге Сет бьет соперника гонгом и проигрывает по дисквалификации, но Кевин берет микрофон и требует перезапустить матч уже без дисквалификации. Роллинс не возражает и бьет Оуэнса ступеньками, добивает стулом, но Оуэнс добирается до гонга, ударяет им Роллинса, лезет на логотип WrestleMania и проводит с него elbow drop. На ринге добавляет Станнер, и это победа в матче, после которого хочется надеяться на то, что победитель теперь сможет свободно передвигаться. 3 звезды и 3 четверти. На балконе Моджо Роули помешал Гронку удержать Эр-Труфа после удара локтем в грудь. Провел победное удержание сам и стал новым чемпионом 24/7. За кулисами Хейман продолжает всех пугать Макинтайром, но уверен в том, что чемпионом останется его клиент. А на сегодня матч за вселенское чемпионство. Голдберг провел 3 гарпуна подряд, удержание до 2. Провел 4-й и уже готовился к Джекхаммеру, но пауэрслэм проводит Строуман, добавляет еще 3, последний из которых уже был именно с разбега. И у нас новый чемпион за 2 с небольшим минуты, олицетворение настоящего вселенского идиотизма, который компания творила с этим титулом в последние месяцы. Завершает первый день матч на кладбище. Из гроба, привезенного на катафалке, вылез Стайлз, а гробовщик приехал на мотоцикле. Впрочем, это был не матч, а сегмент в стиле сломленной вселенной с обилием броулинга. Сначала гробовщик расправился со Стайлзом и бросил его в могилу, но объявились Карл и Люк, а затем окружили вышедшие из здания друиды. Друидам хватало одного удара, да и Карлу с Люком даже лопата не помогла. Стайлз ударил гробовщика над гробем, и они врезались в стену. Затем сломал об его спину лопату, и когда уже собирался воспользоваться бульдозером, Тейкер появился у него за спиной. Они залезли на крышу здания, где вокруг Стайлза вспыхнуло пламя. Гробовщик сбросил с крыши Люка и провел Томбстоун Пайл-драйвер Карлу. Стайлз полетел вниз после чоукслэма. Эй-Джей просил его не закапывать. Гробовщик сделал вид, что не будет, но все-таки отправил его бутом в могилу и засыпал бульдозером. Пламя на здании снова вспыхнуло, и гробовщик уехал с кладбища на мотоцикле. В условиях карантина задумка хорошая, но съемка и освещение порой подводили. 23 минуты – слишком долгий интервал для такого рода сегмента, что приводило к медленным и долгим разменам ударами с присказками «Ну давай», «Ну ты чё?» и выяснениями, хорошо ли говорить о старости и Мишель Маккул. А идея состояла в том, что гробовщик просто начал жить жизнью простого смертного, на самом деле оставаясь тем же феномом и обладая магическими способностями. И матч на ринге с его участием точно не раскрыл бы ее в полной мере. Подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях, а у нас впереди еще второй день WrestleMania.